Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Давненько не было лайфхаков, я постоянно в поиске новых. Признаться, я их очень обожаю. А вы, если да, ставьте пальчик вверх, ну а мы начинаем. Первый лайфхак поможет нам убрать длину ногтей. Для этого будем использовать педикюрный диск с абразивностью 100 грит. У меня два размера S и Baby. Снимаем подложки и приклеиваем абразив. Не знаю, какой лучше подойдет для того, чтобы убрать длину. Попробуем и тот, и другой. Сначала попробуем работать маленьким в положении forward. Поскольку у меня форма миндали, я хочу ее оставить такой, то насадку буду прикладывать под наклоном. Если мы хотим сделать квадрат, то мы прикладывали бы ровно. Включаю максимальную мощность и постепенно, немного надавливая насадку, пытаюсь убрать длину. Конечно, очень непривычно, но, по-моему, прикольно. И другой. Это большего размера, M, попробуем. Можно работать и такой, но если длина ногтей у вашего клиента короткая, есть вероятность попасть по подушечке пальца, поэтому такой размер больше подходит для того, чтобы убрать длину. Сделать это быстро, не прибегая к помощи пилки. Дальше я подумала, что же еще можно сделать с этим диском, и в голову пришло несколько идей. Например, заточить испачканную апельсиновую палочку или силиконовый шлифовщик. Попробуем? Вот наша испачканная палочка. Включаем также максимальную мощность и прикладываем ее к диску. Сразу такой запах, как на пилораме. Но вообще получается здорово. Она достаточно острая и будет хорошо раскрывать кутикулу. Прикладываем насадку к диску плоскостью и постепенно его поворачиваем. Честно говоря, результат не очень. Поверхность получается с гранями. Сомневаюсь, что такую насадку можно использовать для клиента. Все-таки лучше саму насадку закрепить в аппарат и заточить опилку. Так результат намного лучше. Во время снятия покрытия насадка часто забивается материалом. Мы можем ее почистить апельсиновой палочкой или латунной щеточкой. В магазине я нашла латунную щеточку с двусторонним скотчем. И отличная идея прикрепить ее куда-нибудь под руку. Например, на ваш аппарат. Сначала обезжирим обязательно, чтобы щеточка не отлетала. Вытрем насухо и приклеим щеточку сюда. Крепко прижимаем. Самое главное, не пораниться об эту латунную щеточку, потому что она достаточно острая. Тестируем. Что ж, насадка на 100% не очистилась, но такой будет уже намного проще выполнять снятие дальше. Теперь очень быстро, не теряя времени, удастся ее прочистить в нужный момент и дальше снимать покрытие. Недавно на рынке были представлены новые щеточки для смахивания пыли. Оказалось, это утеплительная щетка для окон и дверей. И я такое нашла на сайте AliExpress. 3 метра, рулон за 400 рублей. Далее я самостоятельно нарезаю щеточки по 5-6 сантиметров. Получается около 50 штук. В итоге по 8 рублей каждая. Когда отрезала, необходимо почистить края, чтобы этот ворс не высыпался. Длину отрезаю на глаз. Нарезала и складываем для хранения. Теперь берем щеточку, отклеиваем скотч и можем приклеить к перчатке. Можно приклеить на безымянный палец, можно приклеить вот так. Щетка хорошо прилипает, а затем мы снимаем перчатку вместе со щеткой и выкидываем. Согласитесь, это выгодно и никакой возни с дезинфекцией. Также такую мягкую щетку можно приклеивать на основу от старой, только предварительно достав все щетинки при помощи пинцета. Получается сменная щеточка. Волоски не так-то просто достать. Беру по одной штучке и прям выворачиваю. Волоски достаются с металлической основой. И постепенно мой маникюрный канал переходит в ролики «Пока все дома» и «Очумелые ручки». Ну что ж, мы это сделали, хоть было и непросто. Теперь берем эту щеточку, отклеиваем и переклеиваем сюда. Плотно прижимаем, надеваем как обычно. У нас получается сменные щеточки. Четвертый лайфхак тоже связан с этой щеткой. Нажмите на помпу этой щеточкой один раз и очень тщательно пройдитесь в области кутикулы. Щетка хорошо собирает пыль и одновременно дезинфицирует пластину.
Мы не тратим безворсовые салфетки. Пятый лайфхак – использовать полоски для депиляции вместо безворсовых салфеток, которые чаще всего все равно имеют ворс. Кого бесит эти волосинки, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Разрезаем на нужные нам кусочки и больше никакого ворса. У меня большой рулон полосок для депиляции. Нарезаем нужные нам кусочки. Данные полосочки не имеют никакого ворса, и мы можем ими обезжиривать ногти. Для шестого лайфхака нам снова потребуется диск, но уже совсем маленький, и одноразовые сменные бафы-абразивы. Ими мы можем обработать боковые валики, а также заполировать кутикулу по маслу или по сухому. Такой абразив не требует обработки, в отличие от силиконово-карбидной фрезы мы обрабатываем только саму основу. Наносим масло на кутикулу в небольшом количестве. Ставлю положение реверс, начиная с левой стороны бокового валика через кутикулу и к правому валику. Шлифую поверхность, убирая заусенцы. Скорость небольшая, 5-7 тысяч оборотов в минуту, для того, чтобы не нагревать поверхность, для того, чтобы не было неприятно. И еще лайфхак. Сейчас невероятно популярны цветные базы, а мы можем с вами их получить самостоятельно путем смешивания прозрачной и цветных гель-лаков. Тут важно соблюдать правильную пропорцию, но предварительно необходимо сделать тест на просыхание материала. Ставим 3 части прозрачной базы, берем нужный оттенок гель-лака и добавляем его в небольшом количестве. Удобно смешивать с силиконовой кистью, выполняя такие прокручивающие движения, тогда в материале не будет много пузырей. Набираем материал, ставим на палитру, чтобы определить просыхаемость. Делаем нужную высоту в 1 мм, какая будет на выравнивании ногтевой пластины. Отправляем на просушку на 1 минуту. Такие цветные камуфлирующие базы всегда лучше сушить по 1 минуте. После просушки приподнимаем базу и смотрим, насколько хорошо она просохла с другой стороны. Идеальный результат. Мокрого следа не осталось. Можем наносить на ноготь. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Вот такие лайфхаки. Хотите больше? Ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, какие еще знаете вы и какой из них вам понравился больше всего. Ну а я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока!